Сотрудники омского приюта «Друг», который по иронии делит территорию с организацией по отлову собак, заметили висящего на заборе пса. Ему явно было больно, он скулил и пытался вырваться, но ничего не получалось. Волонтеры обратились за помощью к работникам отлова, так как именно на их заборе повис горе-беглец, но те лишь отмахнулись. Пришлось директору приюта Татьяне нарушить все правила и самостоятельно вытащить собаку, которая к тому моменту уже несколько часов провела в таком положении. Беднягу забрали в «Друг», где его в срочном порядке осмотрели, внутренние органы были повреждены, когти и лапы содраны. Видимо, пес настолько мечтал сбежать из отлова, что готов был стерпеть что угодно, лишь бы не сидеть в углу темного и холодного вольера. Городские СМИ, узнав об этой истории, тут же растиражировали ее. Благодаря поднявшейся шумихе удалось узнать, что ранее пес-беглец был домашним и любимым, но после смерти хозяина угодил в отлов. Возвращать его туда, несмотря на переполненность приюта, никто не планировал. Так мальчик и остался под опекой волонтеров, которые дали ему кличку Шансон. Шансон подлечился и переехал жить в приютский вольер. Пес оказался очень спокойным, даже флегматичным, всегда медленно прогуливался на поводке, не шалил, чутко понимал человека. Вскоре для него нашлись хозяева, и он уехал жить в одну из деревень Омской области. Год Шансон присылал фотоприветы, а хозяева рассказывали, что у него все хорошо. Но, по воле случая, волонтерам удалось узнать, что Шансон сбежал и больше не живет со скрывающими этот факт людьми. Тогда сотрудники приюта сами выехали на место, отыскали Шансона и забрали его обратно. Сложно поверить, что на жизнь такого молодого пса пришлось столько приключений, но это действительно было правдой. Волонтеры надеялись, что когда-то их умному и совершенно беспроблемному подопечному по-настоящему повезет, Шансон заслуживал этого, как никто другой. После домашней жизни песику было очень тоскливо в стенах приюта. Он стал совсем понурым и грустным, большую часть времени проводил в одиночестве и не рвался на прогулки. Шансону срочно нужен был дом. Однажды в приют приехали пожилые люди, которые хотели взять себе в дом собаку. Им тут же был предложен спокойный и степенный Шансон, который быстро полазил с новыми хозяевами. Вот уже год Шансон живет в своей семье. Он остался таким же скромным и послушным мальчиком, а еще очень полюбил свое место – диванчик. Хозяева признаются, что это именно та собака, о которой они мечтали. Шансон живет полной жизнью только благодаря тому, что когда-то Татьяна не прошла мимо его беды. Если вы видите животное, которое попало в сложную ситуацию, не проходите и вы.